Добрый день! Я расскажу о том, что происходило в Беларуси и в мире за последние несколько дней. Сегодня о спорных решениях ЦИКа, белорусской атомной электростанции и аннексии Палестины. Коротко и по делу. До президентских выборов в Беларуси осталось чуть больше месяца, и становятся известны имена зарегистрированных кандидатов на пост президента страны. Центр избирком обнародовал сведения о количестве подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Без сюрпризов не обошлось. Огромное количество реальных подписей было признано недействительным. Любопытно, изначально Анна Конопадская заявила, что сдала чуть более 110 тысяч подписей, а по данным ЦИКа у нее их 146. Теперь же экс-депутат утверждает, собранных подписей было гораздо больше. Неожиданно бракованные подписи нашлись и у Валерия Цепкала. Бывший глава ПВТ сдал около 160 тысяч, ЦИК признал действительными 75. У Виктора Бабарика не признали около 200 тысяч подписей. Напомним, для регистрации кандидатам необходимо 100 тысяч подписей. Выходит, что Валерий Цепкало выбывает из гонки. К слову, по официальным данным Центра избиркома, у Александра Лукашенко около 2 миллионов признанных действительными подписей. Хорошо. Валерий Цепкало с решением ЦИКа не согласен, будут оспаривать. Никогда такого в истории не было, что рядом находились столы нашей и Конопадской, но у нее подписей стало в 2 раза больше, у нас в 2 раза меньше. Такое ощущение, что белорусы живут на разных планетах, и люди не имеют одинаковые мозги, руки и неправильно понимают одни и те же инструкции. Причем настолько колоссально по-разному понимают, что у одних, как у нас, происходит выбраковывание подписей, а у других эти подписи лишние появляются. Поэтому будем ждать. Последнее слово за ЦИК. Сам пока еще потенциальный кандидат не исключает возможность объединения, в том случае, если решение ЦИКа оспорить не удастся. Ну а нам остается надеяться, что ситуация разрешится честным и прозрачным путем. И в идеале без помещения в СИЗО. Хорошо. Кстати, о СИЗО и задержаниях. Сергею Тихановскому дали еще 15 суток ареста за якобы неподчинение милиции. Он свою вину не признает. Есть сотни свидетелей, что это была провокация в тот вечер. И мне непонятно, почему свидетелями выступают только сотрудники ОМОНа. Была команда по устранению политического оппонента. Я уверен, сотни обычных граждан готовы выступить свидетелями, но их не опросили, заявил Тихановский. Напомним, Сергей Тихановский является руководителем инициативной группы своей жены Светланы. Также он ведет YouTube-канал «Страна для жизни», в котором честно рассказывает о ситуации в Беларуси. Общественная поддержка у Сергея Тихановского колоссальная. 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей его задержали. Упал милиционер. Далее во время обыска на даче было найдено 900 тысяч долларов. Примечательно, следователи обнаружили деньги около 2 часов ночи во время 3-го обыска. Во время первых 2 обысков ничего найдено не было. По делу Тихановского также задержано более 7 человек. Хорошо. Тем временем состоялась встреча Лукашенко с президентом России. Они приняли участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Подробности обсуждения вопросов российско-белорусских отношений неизвестны. Сам лидер белорусского государства в очередной раз пообещал решить насущные проблемы граждан. О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения. Именно так называется распоряжение, подписанное Лукашенко. Контролировать выполнение распоряжения будут Комитет госконтроля и администрация президента. Хорошо. О рейтинге Лукашенко и предвыборной ситуации высказался бывший министр спорта Григоров. За кого будет голосовать, не сказал, чтобы не было рекламы, но зато с позицией определился. Мне уже достаточно и лет, и жизненного опыта, и жизненных позиций, чтобы я свое мнение менял. Я определился по своей кандидатуре. Для меня это уже вопрос решенный, заявил Григоров. Акций протеста экс-министр не видел, а рейтинг бессменного лидера страны, по его мнению, больше 3%. Не может быть такого в природе. Вы же понимаете, в каком государстве какой президент может иметь 3% рейтинг? Это смех. Придумал кто-то эту ерунду? В это не верю. И вообще, выборы у нас будут честными, а ляпать языком – это не дело, комментирует ситуацию Григоров. Хорошо.
Крупнейший энергетический проект страны, белорусская атомная электростанция, почти готова к запуску. В мае этого года на станцию прибыло ядерное топливо для первого энергоблока. Полную готовность к его запуску обещают обеспечить в июле. Ранее президент страны Александр Лукашенко оценивал стоимость БелАЭС в не менее чем $7 миллиардов. А интеграция такого проекта в энергосистему страны, по данным Министерства энергетики, обойдется в $700 миллионов. Цифры не маленькие. Согласно бизнес-плану, БелАЭС должна окупиться через 15 лет. Кредитная линия по проекту с Россией открыта до 2035 года. Хорошо. Через 2 месяца в Беларуси стартует новый учебный год. Активно сдаются тесты, идет подготовка к поступлению. Стало известно, сын президента страны Николай, возможно, будет обучаться в ведущем лицее страны. Чтобы стать лицеистом и поступить на биологический профиль, в этом году было необходимо сдать испытания по химии и биологии. Проходной балл составил 138 из 200. Хорошо. С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима. Стоимость Шенгена для белорусов снизилась до 35 евро. Ранее платили 60, со 2 февраля – 80. 30 июня был опубликован список стран, для граждан которых с 1 июля будут открыты границы ЕС. Беларусь в этот список не попала. Нахрена нужен кому такой союз? В России завершается голосование по поправкам в Конституцию. По данным, опубликованным ЦИК, за 6 дней явка составила чуть больше 55%. При этом в понедельник ВЦИОМ опубликовал первые результаты – 76% за поправки. Предварительные общие итоги ЦИК планирует получить к полудню четверга. Хорошо. В Гонконге прошли массовые задержания из-за нового закона о национальной безопасности. Закон осудили многие западные страны, а также правозащитные организации. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что жители Гонконга, имеющие британские заморские паспорта, получат дополнительные права для работы и жизни в Великобритании и возможность получить полноценное британское гражданство через несколько лет. Что касается самого закона о госбезопасности, то, согласно ему, деятельность, направленная на отделение Гонконга, свержение строя, терроризм, а также сговор с другими государствами, караются лишением свободы на срок от 3 лет до пожизненного заключения. Повреждение транспортных объектов может считаться терроризмом. Решения, которые будут принимать местная комиссия по безопасности, не могут оспариваться в суде. Всего в ходе протестов было задержано около 300 активистов. Хорошо. Израиль собирается аннексировать территории западного берега реки Иордан. Переговоры с Вашингтоном по этому поводу продолжаются. Жители палестинского государства против аннексии. Мы крайне разочарованы, в том числе и тем, что мир нас не слушает. Фактически, наши территории уже давно колонизированы, и никто не стал этому препятствовать. Палестинцы расторгают договоры с Израилем, в том числе в области безопасности. Аннексия усугубит конфликт на Ближнем Востоке, убеждено мировое сообщество. Неравнодушными к такому плану стали и обычные граждане обоих государств. По словам активистки Израиля, государство должно заботиться о сохранении рабочих мест, а не о спорном одностороннем присоединении палестинских земель. Хорошо. На этом на сегодня все. Следите за новостями, а выводы делайте сами. Хорошего дня!